Добрый день, дорогие пекари! Сегодня поговорим на одну очень интересную тему. Просеиваю ли я муку? Такой вопрос повторяется часто, и иногда это не просто вопрос, а такой гневный комментарий. Как я могу так себя вести и не просеивать муку? Давайте разберемся. Иногда я муку просеиваю, а иногда не просеиваю. В каких случаях я это делаю? Момент первый. Я не покупаю муку в больших 50-килограммовых или каких-то других тканевых мешках. Я вообще не покупаю муку в мешках. У меня нет в этом необходимости, у меня не производство, я не пеку каждый день. Я покупаю муку всегда вот в таких промышленных пакетах, фабричных. Второй момент. Я не покупаю муку с частных мельниц. Опять же, расфасованную в непонятную упаковку. И однажды такое было, я купила муку с частной мельницы, нашла там веревки, нашла там шелуху от лука. Вот такую муку просеивать обязательно. Если могут быть какие-то примеси, если мука хранилась в мешках, либо вы покупали ее весом, рассыпную, и ее просеивать обязательно. Если же она прошла промышленную линию на хорошем заводе и упакована в такие пакеты, это значит, никаких посторонних включений в этой муке быть не должно, и просеивать ее не нужно и не обязательно. То есть очень важное замечание. Просеиваем мы муку для того, чтобы убрать посторонние включения, примеси, возможный мусор, какие-то нитки, посторонние какие-то предметы. И еще одно интересное замечание. Вот смотрите, если вы покупаете муку цельнозерновую, как вот это, у нее есть отруби, и они иногда, вот эти еще среднего такого помола, ближе к мелкому, а иногда они бывают очень крупные. И если вы начнете просеивать такую муку, это значит, что у вас на вашем сите останутся вот эти отруби, а более мелкая фракция просеется. И зачем тогда вам цельнозерновая мука, если после просеивания она абсолютно потеряет свою ценность? Вы отсеете полезные отруби. То есть цельнозерновую муку мы не просеиваем, а это значит, что цельнозерновую муку мы покупаем только у проверенных мельников с хорошего производства, где мы будем уверены, что никакого мусора в муку у нас не попало. Второе, у меня никогда не заводились никакие жучки. Я не знаю, честно говоря, что с ними делать, но у меня никогда они не заводились. Храню я муку у себя на кухне, либо в кладовке. На кухне воздух сухой. Вот сейчас у меня 34%, это, пожалуй, максимум. Бывает и 20% влажности, поэтому мука у меня рассыпчатая, и она не слеживается. Если мука не слежалась, в ней нет комков, я ее никогда не просеиваю. Другое дело, если мука хранится где-то в более влажном помещении. У меня есть такое помещение, кладовка. И вот в кладовке у меня лежала вот эта мука. Сейчас я вам ее покажу. И она слежалась. Смотрим на нее. Мне приходится приложить усилия, чтобы ее оттуда вынуть. Видите, она комками вот такими довольно твердыми. То есть даже этот комок я могу взять. И вот только в случае, если мука у меня слежалась от влажности, либо от долгого хранения, что бывает нечасто, я ее просеиваю. Вот такую муку я обязательно просею, потому что если есть комок, то при добавлении воды он сразу обволакивается такой корочкой, и будет потом у нас непромес. Вот чтобы непромесов избежать, такую муку я обязательно просею. А если она рыхлая, воздушная, вся наполненная кислородом, то я ее не просеиваю. То есть задача просеивания не в том, чтобы добавить воздуха, скажем так, в тесто, а в том, чтобы убрать комочки, и в том, чтобы сделать муку равномерной и однородной. Ну и, конечно, это тоже наполняет кислородом. Вот такую вот слежавшуюся при хранении муку. Вот и все. Это все ответы на вопросы, почему я не просеиваю муку. Выбирайте сами, просеивать или нет, это дело ваше. Подписывайтесь на мой канал и на другие мои ресурсы. Все ссылки в описании. Приходите ко мне в хлебную школу. Будем с вами учиться, продолжать печь и испечем еще много всего интересного.